И вот закончились новогодние праздники. Конечно же, да, многие их ждали, очень долго ждали, торопились, собирали новогодний стол, и многие дождались этих праздников, отметили, встретили Новый год. Напишите в комментариях, как вы провели свои новогодние праздники. Я же провел их в семейном кругу, с ноутбуком, с телефоном, провел еще время на улице, ну и, в принципе, прочитал много книг. Вот так я провел свои новогодние праздники. Познакомился с многими играми, которые мне удалось пройти за столь короткое время. Ведь за будние дни я только проходил по ночам. А по ночам, вы как знаете, время не очень много уделяется времени играм. Ну, а у нас сегодня тема такая. 4-й эпизод готов на 73%. Воу! Смотрите, что творится, да? Естественно, в своих предыдущих роликах я говорил, что вроде как в 2023 году выйдет 4-й эпизод. Но, возможно, в феврале или же в марте выйдет 4-й эпизод. Потому что от многих слышал, от этого же, например, тот Пингвин и прочих таких же подобных ютуберов, как и мне, говорили, что мы не знаем точную дату выхода. Возможно, Сайкона просто-напросто. Возможно, он сделает небольшую творческую паузу. И на этом все. Произойдет большая пауза. Ну, как говорится, что многие ждали, что будет 4-й эпизод летом. Потом лето прошло, многие ждали зимой. Зима прошла, теперь все, естественно, ждут лета. Что, возможно, выйдет летом 4-й эпизод. Я же этого точного ответа сказать вам не. Но у меня есть и хорошие новости. Мне попало всего, наверное, 3 кадра, если же не 4, если же я не ошибаюсь. Эти 4 и 3 кадра, они точно будут в 4-м эпизоде. Там у нас будет трактор. Трактор я модели не знаю. Возможно, белорус, возможно, нет. Кто шарит, напишите в комментариях. Сейчас будет кадр показан этого трактора, что, возможно, мы встретимся с ним. В предыдущих видео я рассказывал, что у нас в поселке есть тракторист, который убирал снег по поселку. Мы с ним не сталкивались уже не раз, мы с ним сталкивались, когда Семен, Ромка, Бяша хотели избить Антона. Но в зависимости от вашего выбора, возможно, Антон с Бяшей станут друзьями Антона. И в 4-м эпизоде, возможно, мы прям в лоб столкнемся с этим. Возможно, тракторист все же замешан в пропаже детям, я не знаю. Но все равно личность очень такая скрытная. Мы его, лично тракториста, не видели в лицо еще ни разу. А видели только, как он на тракторе проезжал. И тут Сайкона выкладывает пост с этим трактором. Как бы Антон на него смотрит, то есть от первого лица. Значит, это то, что, возможно, Антон, Бяша и Рома, или же чисто Антон, как-то попадут на площадку, где стоит сам трактор. И следующий кадр, это у нас Полина за школой, ну, то бишь через черный выход, где мы впервые встретились с Алисой, где мы еще впервые, репетировали с Ромкой и Бяшей. Но еще раз все повторяюсь, зависит от вашего выбора. Вы можете также с Ромкой столкнуться как на поединке, когда он с бабочкой, ножом бабочкой будет вам угрожать, или же вы можете с ним столкнуться как по дружеской ветке, то есть помочь другу в этом самом деле. Вот. И здесь же, на этом школьном тупичке, то есть не тупичке, а на черном выходе, мы сталкиваемся с Полиной. Ее, попрошу заметить, ее точно не было. Переигрывая игру несколько раз, это уже у меня как бы традиция, или просто от скуки ради я могу просто-напросто поиграть в Тини Бани эти же 3 эпизода. И все, практически я игру почти всю выучил, знаю, где кто из какого угла вылезет, какая там букашка пролезет и залезет. И в принципе Полина ни разу именно в присутствии Антона там не была. Возможно, она там была, но мы не видели этого. Так что новый кадр и новое что-то неизведанное. Возможно, разыгрывалась романтическая ветка. Но скажите, конечно же, это будет очень палевно, ведь мы можем заметить то, что когда тогда Ромка угрожал Антону, то в окно вылезла Лилия Павловна и поругала Рому. То, возможно, если же романтическая ветка, то и бишь поцелуй Антона и Полины, они будут заметны
Ну или, возможно, Полина что-то потеряла у нас, где черный выход. Вопрос, что она там могла делать. Возможно, она потеряла свой талисман, но еще раз зависит все от вашего выбора. Талисман она может отдать Антону, или же может оставить его себе. Ну или мало ли что она потеряла, или кому-то помогала что-то найти. Неизвестно. Так что нам гадать и гадать, ну а мы переходим к следующему кадру. Следующий кадр у нас посвящен тоже Полине. Здесь вы видите, что на заднем фоне у нас изображен дом Полины, и рядом стоит Полина. Это мне попало чисто случайно в Яндекс.Браузере в ленте. Я не ожидал, что, готовя предыдущий ролик, я хотел найти спрайт персонажа, скачать и вставить его в превью картинки для видеоролика, который уже вы, возможно, посмотрели. Если же нет, то плейлист с теориями по Тини Бани высветится вам сверху, или же будет в конце видеоролика. Все зависит от моего же выбора. Еще раз скажу, что мы с Полиной у нее дома будем. Это, во-первых, мы разбирали эти кадры еще в моих предыдущих роликах. И я, когда лазил в Яндекс.Браузере, искал все по материалу Тини Бани, мне чисто случайно попался вот этот вот кадр. Возможно, это правда будет, ну, скорее всего, точно будет, потому что мы разбирали в том видео, что мы точно будем у Полины дома. Вот. Так что это никак не фейк. Возможно, фейк, я не знаю, но все-таки как-то склоняется больше всего к оригиналу, чем к фейку. И здесь, возможно, мы правда пошли в гости к Полине. Также еще одна новость. Слили песню под названием «Снежки», если же я не ошибаюсь, или «Снег». Ну, как там сейчас я вставлю, если я буду исправлять сам себя же во время монтажа. И этот видеоролик с песней слил сам Сайкона в группу ВКонтакте. Не ожидал такого поворота событий, скажу честно. Сейчас проиграет часть этого трека, или, возможно, полностью. Надо мне уточнить по поводу авторских прав. Если же трек можно, то есть играть этот трек по Ютубу и Рутубу, то, возможно, я его вам полностью сейчас ставлю. Если же нельзя, или просто-напросто это будет занимать мое время или и ваше время на быстрое просмотрение видеоролика, кто-то торопится, кто-то не торопится, а кто-то просто-напросто хочет узнать самую суть, самый сок, самая мякоть. Так что сейчас ставлю, подумаю над этим еще и вставлю этот фрагмент. Ну что ж, и слили еще одну, конечно, песню. Конечно, эта новость была очень давно, но я ее как бы не затрагивал. Но все же хочется ее затронуть. Слили песню, конечную песню Тини Бани, типа будет в самом конце. Это у нас песня, где там поет актриса, типа голоса Алисы. Что по поводу там маски, там еще что-то. По-моему, песня называется «Маскарад», если же я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, то поправьте в комментариях, или же я себе, возможно, ставлю фрагмент, опять же, или же полностью. Это еще раз придется мне уточнить. Мальчик, смотри, я снимаю свое лицо. Все, что в потемках ты принял за истину, глупый. Я становлюсь голодной, я становлюсь лисой. Ветер уносит ресницы, глаза и губы. В мире за каждой маской сидит зверье. Волки, медведи, собаки, свиньи и куры. На прощание подведем итоги уходящего года. Как бы ни старались разработчики, но сейчас 4-й эпизод готов на 70%. Но когда он выйдет, вы точно не будете разочарованы. В первую очередь вас будут ждать последствия прежних решений, а также новые развилки. Количество нового контента, графики, музыки, новых мини-игр приятно удивит. Ведь игра потяжелеет почти на гигабайт. Но главное – это повышение рейтинга игры до 18+. Так что будьте бдительны, уберите от экранов детей. Запомните,
Теперь игра содержит сцены чрезвычайной жестокости. Страшно? Тогда можете подойти ближе и взять меня за руки. За хвост не надо. Ну как, тепло? Желаю, чтобы в Новый год вас всегда кто-нибудь согревал, как я сейчас. Хочется сказать по поводу данных новостей. Еще откопал один кадр. Это у нас здесь Полина с Тихоном. Походу она попала. Или, возможно, просто так, проходя мимо, лейтенант Тихонов решил у нас что-то уточнить, спросить. Еще раз говорю, мне неизвестно. Поэтому придется ждать, еще раз ждать. Я, в принципе, фанат Тени Бани довольно-таки большой и готов подождать. В принципе, я это говорил, у меня, во-первых, не горит, тем более 3 эпизода есть. А также рекомендую вам поиграть в Тени Бани Other Story, ну или же по-другому на русском, нашем, родном, другая история. Другая история повествует совсем о других событиях, не затрагивая, практически не затрагивая оригинал. В принципе, как объясняют авторы, события происходят между 2-м и 3-м эпизодом. Но Сайкона даже в своей группе эту игру, то есть другую историю, мод на игру, упоминал. Видите, когда? И я сказал, я поиграю. Я поиграл, мне понравилось. Я даже тогда, когда переигрывал Тени Бани обычную игру, если честно, я был запутался. То есть разработчики мода подошли так профессионально к этому делу, выполнено очень все хорошо и раскрыли многих персонажей. Там, конечно, многие изменения, но все же Катя у нас немного другая, чем в обычной игре. И, если честно, я знал, что Катя не из таких людей, которые вечно ходят в злобы и всех на всех кидаются. Она тоже чувствует, и она, как нам еще, во-первых, рассказывает манго. Мангу вы можете, по ходу, прочитать уже в цифровом виде и также купить у Сайкона в группе ВКонтакте за 400 рублей. Раньше стоил 350, это когда был предзаказ, а сейчас мангу я еще не купил, но желание есть. В цифровом формате мне неудобно, если честно, читать. Да, можно прочитать, но у меня впечатления уже не те. Вот бумажного же формата книги у меня впечатления совсем другие. А как у вас? Напишите в комментариях, и также не забудьте щелкнуть на лайк. Я очень сильно люблю лайки и комментарии. Так что напишите и поставьте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал. Мне будет очень приятно, что вы... и еще раз, что у нас нового появилось? У нас появилось целых 3 новых кадра. 3 новых кадра. Это Антон около дома Полины, потом Антон с Полиной на черном входе в школу и Антон с Полиной рядом с Тихоном. Вау. Все 3 кадра повествуют нам о Полине. Что же это значит? Что, возможно, с ней больше всего сейчас делают ветку игры. То есть романтическая ветка, где у нас, по сути, Антон никому не нужен, кроме Полины. А Ромка с Бяшей, я не знаю, как они к ним будут относиться. С их фотографий тоже были слиты, но быть точнее, я проспал актуальность этих фотографий. Точнее, картинок. Конечно же, я могу вам показать, если же не забуду или же не покажу. Там просто-напросто вырезки, что Тихонов рядом с Ромкой, и там, например, Ромка рядом с Антоном и какой-то грустный. Вот такие фотографии тоже, конечно, я их не затронул, но, в принципе, если же найду, я их, конечно же, ставлю в кадр. Тоже повествует, наверное, о дружеской ветке, но эти фотографии были сделаны еще очень давно. И вкратце. Год ушел, 2022 остался в прошлом. Еще раз всех с 23-м годом. Кого не поздравил, я сейчас поздравляю. И если же вы не смотрели мое поздравление, то вы можете посмотреть его, естественно, сейчас. Но если же не хотите, то я вас не заставляю. Вкратце, я просто всем пожелал здоровья и всего-всего, что вы сами захотите. Я, конечно же, красноречием не богат, но все же, почему бы не пожелать человеку того, что он сам себе хочет. В принципе. И всем спасибо за ваше драгоценное внимание. И в конце, пожалуйста, напишите слово 4-й эпизод. Это будет кодовое слово, буду знать, кто досмотрел до конца. Но на этом не смею тянуть. Всем удачи и всем пока.